Всем здорово. Несмотря на то, что я работаю не так давно, но в моем уже опыте работой с ребятами немножко появились некоторые кейсы интересные, которыми бы я хотел с вами поделиться. Как вы знаете или не знаете, в общем, тогда я вам расскажу, что я себе наметил целевую аудиторию. Это стримеры с онлайном 100+. Именно они могут как-то, не знаю, монетизировать или для себя лично отработать вложенные средства касаемо моей работы. Вот, да и в целом как-то мои работы довольно время затратные, дорогостоящие, возможно, для кого-то, да, для начинающих стримеров. Вот, и поэтому определил для себя как целевую аудиторию вот таких вот стримеров, да. И, собственно, поделиться хотел с вами двумя вот как раз кейсами касаемо того, как можно развлечь зрителей своих за их же денежные средства. Вот, в первом кейсе приходит ко мне в телегу, стучится девушка под именем Рита, представилась, говорит: я Рита, вот, хочу донат-бар в виде волка, которого будут кормить, и он будет потихонечку набирать свою форму из такого усталого в суперсильного жирненького волка. Говорит, звать его будут Анатолий. Вот, хотелось бы вот такой интересный донат-бар. Не вот эту полоску скучную, а как-то вот такую обыграть все это дело красиво. Я сказал, без проблем, но надо, так как я не художник, а все несколько вот этих итераций волка должны быть в каком-то едином стиле, а я все-таки в своих работах, так как не художник, по-быстренькому, там, владея базовыми навыками фотошопа, пользуюсь нейросетями и при помощи их генерю всякие картинки, которые потом применяю в работах. Вот, а здесь нужна именно работа художника. Отправил к художнику, пропала она месяца на 2. Приходит, говорит, все готово. 5 заготовок, 5 итераций, распиленные все, как меня, я попросил сразу, раз уж художник делает, по слоям, чтобы все там, руки отдельно, голову отдельно, хвост отдельно и так далее. Вот это все. И, значит, приходит, готово, все с файликами фотошопа. И дальше вот моя работа. Можете, кстати, посмотреть. Записи все сохраняются мои по Т1 подписке на ВК Видео Лайв. Там качество супер хорошее, и все мои записи можно глянуть. Там с самого начала, как я начал этим заниматься, все записи имеются. Вот, ничего не удаляю. И, значит, после того, как получил я на руки вот это все хозяйство, приступил к работе. Значит, и вот показываю, что у нас получилось. Погнали смотреть. Значит, вот такой волк анимированный, если посмотреть, вот он 0% у него. Вот, значит, вот такой вот волк получился. Он лежит, дышит, дергает лапками, хвостиком. Все это подключено через стример-бот. Управляется время, да, можно лапок медленнее сделать, короче, чтобы он быстрее дергал хвостом и так далее. Но я вот на свой вкус настраивал. Значит, если посмотреть отдельно, вот видно, что здесь лапы отдельно вот у него. По слоям все это дело анимировано. Вот животик у него иногда появляется, как будто бы он голодный. Вот. Ну и хвост. Вот. Вот на такие моменты все это дело разложено. Да, тут отдельно рот, отдельно голова, потому что он ртом шевелит, глаз отдельно. Вот. И надеваются очки. Очки у нас сделал я по результатам всего этого дела. Несколько бонусных, так скажем, незапланированных нами движений, я не знаю, каких-то анимаций вот, для этого волка. И есть несколько. Значит, одна пассивно, когда он лежит, он думает, говорит, как
как можно его накормить. То есть напоминать зрителям, что все-таки, чтобы волку стало хорошо, его надо кормить. Поэтому он вот периодически напоминалку выпускает. Вот так она выглядит. Просит денег, говорит, вот и появляются кости. Типа накормит. Иногда, если зритель отправляет в чат какое-то сообщение, у него появляется... Иногда, то есть если зритель отправляет там за баллы канала мы сделали, но сейчас я покажу, как просто по сообщению срабатывает. За баллы канала можно сделать, там, по-моему, у нее называется «Анатолий мечтает». Вот я сейчас свою сделаю. Вот, показывает аватарку того, кто заюзал эти баллы. Вот и Анатолий у нас так вот мечтает о ком-то. Дальше можно за баллы канала надеть на него очки. И так в каждой итерации, собственно. Он в каждой итерации мечтает, в каждой итерации думает там о еде, и очки тоже на каждой итерации на него одеваются. Вот. Если кормить, происходит анимация падения еды. Вот сейчас симулировали. Вот появляется там, здесь не видно, но появляется дыра, ну, такая мистическая, и падает еда в миску. Вот. Каждые 25% он, видите, ножками задергал, ртом периодически шевелит. И еда вот тут отдельно можно поменять на любую другую, там цвет поменять. Ну, как обычно, это же просто картинка. Вот она, сделали в фотошопе другую еду, и уже падать будет другая абсолютно еда. Но это, ну, сделали, сделает, если захочет Рита. Вот. И вот такая мисочка у нас отдельно с процентами, в которой растет еда. Значит, еда заканчивается, когда 25% проходит. И волк меняет свою ипостась. Так как анимацию мы не задумывали перехода, вот, сделал как сделал. Вот примерно так это выглядит на сцене. Вот такой вот можно сценку, да, там куда-то положить его, и лежит. У нее где-то он вот тут находится, когда она играет, не помню где. Вот такой маленький там или большой. Давайте здесь вот оставлю на розовом фоне. Вот, давайте еще докинем 25, чтобы было. И посмотрим, как будет переход работает. Еще еды немножечко. Плюх, видите, анимация сплющивания немного. Вот, хоп, таким вот образом незамысловатым сделал маской, что сужается к голове, и потом голова меняется. Видите, вот еду немножко отняли и процентики добавили. Ну и покажу вам другие итерации. Когда еда падает, он начинает радоваться. Тоже хвостом виляет, головой. Видите? Вот тут уже со звездочками. Вот, ну и еще накинем. Вот, и он вот такой вот, у него корона летает туда-сюда, должна летать потихонечку. Вот, довольный такой Анатолий. Как вы видите, можно все равно ему там накинуть очки, например. Вот, очки появляются, летят ему вместо его очков. Можно сделать, значит, мечтает. И напоминалка. Вот, одинаково на всех. Перемещается там относительно того, как моделька случилась. Вот столько сцен получилось. Вот, и на каждой сцене у нас тут вот еда, мисочка, и вот отдельно, видите, звездочки мигают. Вот здесь вот так вот включается, выключается красиво.
вот это уже собранное. Вот так вот по сценам раскидал. В общем, к чему кейс? О том, что заморочившись немного стример, пришла такой ко мне с идеей какой-то, мы ее подраскрутили, эту идею, сделав супер весело ее зрителям. Зрители очень любопытные, тут мы сыграли на любопытстве зрителей. К слову, я ей предложил еще парочку идей буквально недавно, и она очень загорелась этими идеями. А именно, мы вот эти итерации сделаем рандомные. И он будет иметь какую-то супер редкую форму, там, может быть, даже цвет менять, в какого-нибудь оборотня превращаться. Ведь, как оказалось, Рита любит стримить ужастики. Ведь ник на Твиче у Риты сестра Винчестер. Вот. Как потом оказалось, когда я уже передавал работу. Вот. И на этом, сыграв на интересе зрителей, на заинтересованности, а что же там дальше, буквально в первую же трансляцию, она там запустилась на пару часов, как минимум отбила то, что, ну, если можно так выразиться грубо, да, все окупила вложения, которые она, по крайней мере, на мой труд затратила точно. Вот, сколько стоил труд дизайнера, я не знаю, но вот мой точно окупила. Ну и в ходе всего этого дела, все равно же зрители не все были на стриме, приходят еще и удовлетворяют свое любопытство таким вот образом, кормя Анатолия и смотря, какие же он там формы принимает, да и вообще в целом начали его воспринимать как какого-то персонажа дополнительного на стриме. Вот, таким персонажам можно прикручивать всякие интересные штуки, как-то их оживлять, может быть, подключать к ним чат GPT, и он будет разговаривать с вашими зрителями. Например, да, если задонатят, он будет им отвечать на их сообщения. Или, например, сделать за баллы канала. Вопрос ему задаете, а он отвечает. Вот такие можно штуки делать. Ну и всякие такие истории интерактивные с участием зрителей и вот данной штуки. Штуки под названием Donation Bar, казалось бы. Вот, ну на этом про этот текущий кейс, пожалуй, все. И давайте перейдем к следующему. Следующий кейс у нас про активность на стриме, которая затрагивает такое качество зрителя, как азарт. Если до этого мы играли с ними за их деньги, удовлетворяли их любопытство, то в этот раз мы будем удовлетворять такое чувство, как азарт. Приходит ко мне Юра. Категорически вас приветствую на канале Мастер Викинг. Мастер Викинг, у него ник на ютубе. Стримит он в основном игру Vikings Wars of Clan. Является своего рода амбассадором этой игры. Вот, сейчас вроде, конечно, он пытается что-то там поменять игру, но, не знаю, вроде как у него что-то удается. Зайдите, посмотрите. Вот, но в целом ивент был следующим. Вводные данные такие. Значит, у него проходит периодически ивент, где соревнуются 3 команды. 3. Вот. 3 команды донатеров. То есть закидывают, первый, кто закидывает деньги, попадает в первую команду, второй во вторую, третий в третью, потом опять четвертый в первую, и так по порядку 9 человек разбиваются на 3 команды по 3 человека. Те, кто успел первыми закинуть деньги, попадают в эти 3 команды. Дальше он при помощи викторины добавляет туда еще по 3 участника. Те, кто знают ответы на вопросы по игре, добавляют в эти команды. После чего проходит какое-то время, они там докидывают деньги, и в ходе вот этого всего дела выявляется победитель. То есть кто сколько денег больше накидал, тот и победил. Вот. И получают ценные призы от стримера. Призы хорошие.
Вот. Но, получается, он был опечален тем, что если одна команда прям хорошо надонатила, то остальные перестают донатить, и в целом интерес к ивенту пропадает. То есть его затея, забава, как он называет, теряет весь такой какой-то азарт или, ну, в целом смысл. Вот. И я решил, что поговорив с ним, решили, что вот я ему подкинул там некоторые идейки, чтобы это дело все рандомизировать. Ведь рандом — это прелесть всех прелестей, где в нашем случае стабильность не нужна. Вот, поэтому я решил сделать донаты рандомными. Точнее, прилетает та сумма одинаковая, но рандом, он вот есть рандом. В чем заключается рандом и в чем заключается азарт, погнали посмотрим, покажу прям в ОБСке, на картинках и так далее. Для зрителей Юры я сделал вот такой небольшой Google Doc с описанием того, как участвовать в ивенте и что он делает. Сейчас я вам вкратце покажу, а потом покажу анимации, которые в ОБСке и как это работает. Значит, коротко описываю, в чем заключается ивент. Значит, суть ивента — наполнить кубки для 3 богов Один, Локи и Тор. И это, собственно, наши 3 команды. Вот это Локи с ножичком, тут Один с вороном и Тор с молотом. Все логично. Значит, имеется сумма в конце. Эта сумма означает, сколько налито в рог жидкости, да? Вот. И пока сверху сумма, значит, того, сколько максимально может быть налито в определенный промежуток времени. Кубки наливаются со временем. Вот, как видите, вот увеличенный Один, Локи, Тор. Вот, максимальное число. Оно будет генериться каждое определенное количество времени. Ну, мы, так как не на стриме, поэтому это будет происходить, буду показывать быстро. Вот, каждое какое-то количество времени будет наливаться, рандомизироваться сумма от единицы до суммы, приравненной к донату, ну, деленная на 10, чтобы нолик убрал, чтобы лишнего много цифр не было. Вот, поэтому, например, 1000 рублей закинули, 100 очков есть, и от 1 до 100 рандомится число, и оно наливается в кубок. Сделано это для того, чтобы люди, например, закинули 2000 рублей и 200 рублей. И у одного рандом от 1 до 200, у другого от 1 до 2000. В теории у одному может, первой команде может прокнуть 200 максимально, да, а по второй единичка. Вот. И тут им решать. То есть, почему решать, я чуть попозже расскажу. Значит, вот здесь так выглядят команды с участниками. Сейчас мы еще наделаем, посмотрим. И им надо, значит, закидывать деньги в начале, чтобы вступить в команды. По 3 человека донатера это все заступает. Сразу сумма падает в верхнюю часть. То есть, чем быстрее наберется, тем больше шансов победить у команды. По крайней мере, первая всегда, кто первый, тот смелый и имеет больше шансов. Смотрите, какие есть стадии. Значит, начало — это мы набираем на команды. Вторая стадия — это мы уже когда по одному человеку в команду встало, начинает капать. Вот, уже когда присоединяется не по очереди, и когда в первую команду прилетает человек второй, то у них имеется небольшое преимущество. Поэтому я и говорил, почему первый имеет преимущество. Значит, дальше. В определенный момент рандомное умножение максимально будет появляться от 1 до 5. Появляется в определенный момент множитель. То есть, что это значит? В определенный момент может сработать множитель, например, x5. Мы не знаем, когда будет он вообще за стрим или не будет. Может все время x1 быть или x2. Но если появится, например, x5, то, закинув 200 рублей, сразу
прилетает 1000. Вот. И таким образом можно выждать момент и закинуть прям сумму, которая приумножится в несколько раз. Какое количество раз будет указано рандомно от 1 до 5. Может выскочить в любой момент. Вот. И момент этот тоже, кстати, рандомный. То есть в определенный промежуток времени, там условно, каждые 10-15 минут или 20 минут появляется вот эта штука, которая с иксом, значит, может увеличить сумму. Я ее назвал сумма налива. Вот сколько может быть налито. Значит, 4-я стадия, последняя, когда уже событие заканчивается, появляются снизу цифры x20, и это означает, что все, больше сверху наливаться не будет, рандомиться число не будет, у вас сухие цифры, но есть последний шанс сделать рывок, так скажем, к победе. Рывок заключается в том, что вся сумма, которую вы задонатите, умножается аж на 20. Вот. И здесь получается у нас 3 момента. Первый момент, мы можем сумму сразу накидать, и здесь в начале ивента, прям на старте, а он стримит где-то часа 3. За 3 там очень много раз капает. То есть там раз в 5 минут, по-моему, капает. И, ну, у него настройки. И сразу большую сумму, увеличив количество рандома, да, например, и набирать так, что в конце уже будет невозможно перебить, или это будет супер дорого. Либо ловить моменты, когда будут большие умножители, и ловить моменты, и в эти моменты прям супер закидывать максимальные суммы, и в конце уже перекрывать тех, кто идет вперед. К слову, небольшую нарезочка будет. Увидите, как обыграли это зрители у Юры на стриме. Так, все, я начинаю, объявляю начало ивента. Мы поменяли с Ильей шрифт. Читайте описание, ребята. Здесь все написано. Я вам объясню. Да! Женя, блин, сразу, блин. Женя сидел на нервах, блин. Ёлки-палки. Тут немного. Блин, на Т1 ловушка у меня записан. Молодец, та же беда. Мастер, у меня один команда. Сейчас гляну. С молотом это что? Это Тор. Семен Семенович, это команда Тора. Один это вот этот, вот Один желтая. Желтая Один, Локи это. И Тор. Дамир. От души, Юра. Дамир, блин. Ну ты же напиши, какую команду, блин, братан. Ну что ты? Я не знаю. Я запускаю окончание. Бам. Нажал. Все. Пошел финальный отчет. Внимание, с этой минуты и до конца события все донаты умножаются на 20 и попадают сразу в финальную строку. Ивент автоматически завершится через 5 минут. Все, баста, карапузики. Все донаты падают теперь только в самый конец. X20. Посмотрим, X20. Интересно, кто-то захочет изменить ситуацию, либо Паху уже не догонишь. Не догонишь нашего паштетаса. Финальная минута матча. 5 минут. 20 тысяч очков набил Паха со своей командой. Ну не, я не буду говорить, что это Паха. Это Семен Семенович, Дина Зая, Паха, Робик, Кошачий сутенер и Александр Николаенко. Блин, Жека закинул косарь, блин. Жека закинул косарь и сразу поднялся на один пункт. Не на 1, на 20. 11 очков, блин. 11, Жека, Игорь, Пага, Юра, Игорь. Блин, это Игорь. Смотри, сколько сразу очков поднялось. Ёлы-палы. Дина Зая, блин, умножила. Моя колётая, блин. Давай, понеслась. Душа в рай. Блин, Семен Семенович, блин.
Ждал последнего момента, блин. Юр, у нас, мягко говоря, нулевой почти клан. Нет, почему? Просто мало людей. Просто маловато людей. 27 тысяч. Да, ребята. Это... Блин, что это? Да нахер, Пака забил всех, блин. Забил Пака всех, как мамонта в пещере, блин. Забил, блин, елки, вот это развлекло. Забыл написать, что за Одина. Напоследок. Да. Да ладно, блин! Ты шо так гнать, блин? Ты шо так гнать, блин? Блин! Ты шо так гнать, блин? Жека! Ты смотри, что он сделал, блин! Ты смотри, что он сделал, блин! Это капец! Вот это, мать его, поворот! Жека, блин, вот это Жека не сдается. Ёлы-палы, понял я, Вадим, что сказал? Не, братик, честно, Евген Не, брат, я к вашему клану с любовью, реально. Ну, без всяких. Да, Жека, ну вот это ты сделал, да! Вот, ну и дальше объявление победителей, там визуал небольшой, может сейчас покажу в ОБСке, так что пошли в ОБСку смотреть. В ОБС, когда стартует ивент, появляются вот такие кубки на сцене, да, это все готовый виджет собранный. Точнее, ну, можно распределять как удобно, вот расположить, да, чтобы его на сцене, на своей игровой разместить. Вот мы там подогнали, у него вот тут удобно было, вот здесь ему сделать, да, и здесь команды вот участников тоже перемещали. То есть где-то у него вот так было собрано. Вот, подгоняется вот эта штука, это сцены отдельные, значит, вот руки богов у меня, которые кубок хватать будут. И здесь вот оповещение о донатах. Вот такие кубки у нас выглядят вот так. Там внутри, значит, кубков жидкости. На жидкость тут пузырьки у Локи. Типа что-то похоже на яд. У Одина это летают перья, да. И у Тора, значит, молнии в кубке находятся. Не очень это видно, конечно, на стриме, когда оно маленькое, но в целом, если где-то приближать, когда побеждает, там это все можно наблюдать. Вот такие жидкости. Вот отдельно рог выглядит так. Вот мне пришлось его распиливать, переднюю сторону, жидкость, да, и заднюю стенку тоже есть. Это в некоторых моментах, когда у нас выключена, ну, жидкость меньше. То есть, когда двигается вот так, то есть вот так двигается жидкость, ну, она булькает там. Поэтому сейчас резетну. 2000 years later. Добавляю команд пока. Сейчас добавлю. Later. Вот таким образом происходит donation, да, вылазит оповещение о донатах. Тоже размещается где угодно на виджете, да, и вот добавляется цифра. И у нас появляется игрок вот здесь, в списке команд. One eternity later. Значит, вот у нас вот такие кубки, да, собранные. И у них вот сверху, как я и говорил, сумма, то, что донатили. И вот от 1 до 73, там от 1 до 148, это дело все рандомится. Ну и падает вот сюда в итоговую сумму. Значит, здесь относительно друг друга суммы, это наливы вот эти, ну точнее наполнение кубков влияет от суммы, да, то есть они друг от друга в зависимости находятся, как сообщающиеся сосуды. То есть если переливаем, то вот этого забирается, чтобы было наглядно видно, кто впереди, а кто не впереди, несмотря на то, что есть и цифры. Вот, значит, смотрите. Активирую сообщение. Например, у нас после того, как команды собраны, можно докидывать деньги любому игроку, любому участнику чата, поддержку какой-то из определенных команд, либо самим участникам команд тоже. Вот, для этого им надо указать в сообщении, донате слова Один, Локи или Тор. Вот, если схитрят, у меня все, защита предусмотрена, то есть чье имя будет первое, туда и прилетит. Вот, если несколько захотят отправить
Вот, так что, значит, то, что вот они пишут сообщение, например, болею за Одина. И все, есть Один слово. И вот прилетит в средний кубок Donation вот таким образом. Вот, ну, сейчас прилетит в Тора. Вот, поступила поддержка от SM на сумму 350 и надпись Тор, восклицательный знак. Вот, прилетела сумма, здесь увеличилась, сейчас увеличится, увидите. Ну сразу, да, увеличивается, вот. И потом потихоньку, вот, как видите, наливается. Вот каждые 2 минуты вот такое происходит. Вот, 2 минуты проходит, циферки превращаются в рандомные, вот это уже рандомные. Вот видите, здесь больше налилось 100. Про что я говорил. Ну здесь вот 100, 102, да? Там много надонатили. Условно. Вот. 32, 81, 50. Вот. И вниз такой эффект, когда падает сумма, сюда поддергивается немного. Вот такой эффект добавил. Значит, дальше. После того, как вот это все заканчивается, идет подсчет. Ну, сейчас покажу иксы. Вот такая называется иксы. Вот, появляется X4 вот появилась от доната. 5-8 минут рандом по надписи. Ой, то есть иксов я сейчас убрал, это 10 секунд длится. Но в целом там тоже рандом стоял от 5 до 8 минут. То есть вот это все иксы. То есть вы не знаете, да, не можете ждать до конца. То есть там подгадать в конце, чтобы обмануть. То есть надо 5 минут, как минимум, да, до 5 минут, а там уже вкидывать. И остальные, кто успел, тот успел. Может и 8 минут висеть. Так что вот такой рандом. Еще раз показываю, что это рандомная первая цифра. X4 опять. Значит, показываю, что сумма рандомная. Вот, видите, теперь x5. Ну, в общем, от 1 до 5. И вот так появляется иногда такая вот штучка, когда вы закидываете, это умножается сумма на 5. И при этом все продолжается, каждые 2 минуты капает, капает, капает. Вот, дальше, значит, после того, как стример закончил, он объявляет, точнее, после того, как стример решает закончить, мы там ему отвели то ли 5, то ли 10 минут на это, он нажимает кнопку на стримдеке, включается такой Rush Hour, ну, типа Rush Hour, типа час, горячий час, ну, типа такая горячая 5-минутка в нашем случае. Вот, назвал я Rush Hour, вот, нажимает. И пошел отсчет. Значит, включается, как видели, и вот так объявляется победитель. Ну, вот так, в общем, вот так выглядит наполненный кубок, да, и бог хватает руку, и здесь список из 6 игроков, по идее. Ну, у меня тут, не смотрите, я торопился, накидал, вот, и когда, значит, этот Rush Hour был, там быстро промелькнуло, не успел, выключил специально, чтобы 5 минут не ждать, потом очередь нельзя отменить в стримерботе, поэтому, ну, просто на картинке видели, X20 висит, и, собственно, может докинуть. Вот такой ивент, который, значит, играет на азарте, да, то есть постоянно рандом, постоянно есть несколько стратегий победы, даже при небольших суммах в кармане. Вот, но есть, конечно, естественно, pay to win, и здесь немного история есть, то есть в конце, если прям супер много денег кинуть, то, может быть, никто и не перебьет. А может быть, там такой же шейх рядом сидит в соседней команде и тоже хочет победки. Вот, поэтому вот сделал такой, присыпал, так скажем, немножечко магии и добавил рандома в ивенты и визуала. Вот, и ребята по заключению стрима, который проводили, да, по этому ивенту, я один стрим смотрел у него,
следил, да, там, как все ок, не ок проходит. Вот, и потом мне Юра писал, что они еще шумели, потом, когда вот одна команда победила, обыграла вторую, или там, ну, другие две команды, в общем, они долго у него в телеге шумели еще, как и дополнительный инфоповод, вот это событие произошло. То есть обсуждали там стратегии, кто как пытался победить, и такие прям сильно воодушевленные, прям у него супер телега оживилась. Вот в чатике в телеге под постом, под его с этим, ну, событием, забавой, да, общались. Все были довольны. Никто, значит, даже не думал, что типа вот я там стример что-то деньги попрошайничает, или там, ну, как-то они вкидывают в никуда. Вот развлечение такое с зрителями. Со зрителями для зрителей. И получается, стример получает профит, зритель получает удовольствие, азарта о том, что он поучаствовал в стриме, посоревновался. И вот так вот на каком-то адреналинчике небольшом, да еще там еще и призы серьезные Юра подготавливал на эти ивенты. Поэтому все были в плюсе, прям супер. И ивент прям у Юры потом супер заряд. Он мне сразу побежал писать в телегу, что забава получилась на 5 баллов и готов еще у меня какие-то заказики делать. Но мне, чтобы делать заказ, нам нужно какое-то зерно посадить от самого стримера, чтобы я это зерно развил в какую-то идею глобальную. Поэтому без самого стримера я, к сожалению, не могу что-то сотворить. Иногда могу. Есть у меня какие-то, вдохновляюсь кем-то, какими-то другими стримерами, смотрю, моими любимыми, которых я постоянно смотрю, вдохновляюсь и начинаю им делать какие-то штуки интересные, предлагать. Вот, как той же Рите, например, да, по идее, по рандомизации вот этого итерации у Волка, да, например, у меня появилась чуть позже. Вот, и опять-таки тоже вдохновился ее же зрителями, зайдя и в телегу под постом, да, на трансляции, они там какие-то идейки подкидывали, а я уже развил у себя в голове, и получилась вот такая вот история. Но заходите к Рите и к Юре, смотрите, что там я им еще наделал или наделаю. Вот Рита обязательно будет, сказала, доделывать еще, не доделывать точнее, а усовершенствовать. Все мои штуки, которые я делаю в OBS, возможно, надстроить, пристроить к ним что-то, видоизменить. Это вам не голимая какая-то анимация, сделанная в After Effects или где-то еще, которую изменить нельзя. Нет, можно изменить части, кусочки, как-то переместить, сделать динамичнее, медленнее, ну и всякое-всякое. Короче, кастомизировать как хотите, сами своими руками или при помощи меня. Вот, так что, если вдруг что-то хотите заказать или у вас вы вдохновились этим видео, обязательно приходите ко мне в телегу, пишите, как связаться, напишу вам в ЛС и будем общаться по вашей идее, и, может быть, вы своих зрителей порадуете, а они вам за это принесут деньги. Ну, классно же. Вот, поэтому все, ребята, побольше вам зрителей, побольше донатов и неугасаемого творческого энтузиазма. Все, всех был рад видеть у себя тут на видосе. Приходите на стримы, и я ж там тоже показываю интересные всякие штуки полезные. Поэтому все, давайте счастливо, пока, увидимся.